Итак, ребята, сегодняшняя тема у нас посвящена сравнению селениума и селенида. Но вообще хотелось бы не только про их сравнение поговорить, потому что тема весьма интересная, глубокая, но и в целом вообще про не то, что в целом про тестирование, да, а в принципе, как эти все инструменты отличаются, какие задачи они решают. То есть не просто вот так голословно, вот селениум, селенид, вот фреймворки, вот задачи. Нет, хочется как-то в таком ключе. Кстати говоря, если мы говорим о фреймворках, о фреймворке Selenium, кто-нибудь знает, какой основной фреймворк использовался, ну, как бы, до того, как Selenium стал доминантой в мире тестирования, да, таким стандартом золотым? Какой фреймворк наиболее часто использовался? Кто-нибудь знает из коммерческих продуктов? Знает, не знает? Можете в чате написать. А вот IT, так. Хороший вариант, ну, честно говоря, я, наверное, не так сталкивался именно с этим фреймворком. Секули, ага, да, Секули действительно. Ам, но Секули это такой, знаете, вообще фреймворк, я про него слышал, немножко пользовался, но чтобы вот прям в реальных проектах я его часто видел, в больших компаниях да, вообще, притом я в тестировании больше 10 лет, наверное, не особо видел его. Но я хочу сказать, что наиболее часто используемый фреймворк, вот на мой взгляд, и, собственно, на что Selenium является ответом, это, значит, QTP и Mercury. То есть Mercury, QTP, вот это вот их полное название было, этой утилиты фреймворка. А сам Selenium, по большому счету, само название Selenium, как бы химический элемент, да, это ответ на вот этот Mercury, то есть Меркурий, да. Получается, что такой вот подстеп несколько, что вот пришел Selenium, и он как бы поглотил то, что было раньше до этого. То есть именно поэтому они так вот назвались, и вот так вот, такая забавная история связана с этим. Да, то есть фреймворки тестирования, безусловно, проходят некоторую эволюцию, и они меняются. Вот об этом мы сейчас будем говорить. Так, сейчас экран расшарю, чтобы было интересно. Текст. Ребята, видно мой экран? Должен быть экран с презентацией. Итак, для автоматизации в каждом конкретном случае, да? Но начнем вот с чего. Собственно говоря, вот какие наши цели вебинара. Поговорим, что такое Selenium, какие альтернативы есть в Selenium, естественно, и какие проблемы та или другая утилита решает. То есть даже не утилита, а фреймворк, по сути, объемный. Вот, и обзор возможностей. Итак, Selenium, когда мы про него говорим, так, в чате что-то говорится, не видно. Как же так? Как же так не видно? На секунду. Сейчас видно? Должно быть именно видно мое окно с презентацией. Сейчас видно. Все, хорошо. А, так, понял. Значит, Selenium. Что это такое, да? Это набор инструментов для автоматизации веб-приложений. И как бы мы обычно называем, просто говорим, что вот Selenium и Selenium, но на самом деле это несколько разных инструментов. Как правило, новички начинают с такой штуки, которая называется Selenium IDE. То есть вот эта вот штука Selenium IDE, которая позволяет записывать нам действия, которые мы производим с веб-формочкой или с каким-то определенной страницей. То есть просто запись действий. И в принципе, это довольно часто используется и в других фреймворках, вот даже в том же Android Studio, также можно список последовательных действий записать. То есть такой инструмент для записи действий. Вот этот Selenium IDE. И очень многие приходят в тестирование и начинают именно вот с него. Хотя, честно говоря, вот за последние лет 10 я не видел, чтобы он как-то там развивался, что-то новое добавлялось. Это просто вот обычная такая утилита для записи действий, и прям сильного развития я не замечал. Ну, то есть, естественно, это open source фреймворки, поэтому чего ожидать? Может быть, поэтому в том числе. Ну, то есть, подходит для начинающих и все. То есть, это только записать тесты, а также, чтобы понять, какие элементы находятся на странице. То есть, можно записать всю последовательность элементов, посмотреть, какие элементы где что, и как бы просто понять, как с ними потом взаимодействовать. Удобная утилита для записи действий. Вот. Но полноценный фреймворк, который сейчас доминирует на рынке, который в основном используется, это именно Selenium WebDriver. Это такой API, который позволяет нам взаимодействовать с
веб-страницей, а точнее даже не только веб-страницы, а имеется в виду с браузерами, а браузер в свою очередь с веб-страницей. То есть это специальный API, специальный драйвер для управления браузером и позволяет управлять браузером и выполнять необходимые действия. То есть это весьма сложная штука, да, серьезная вещь, по большому счету. И, кстати говоря, Selenium, он open source, он бесплатный, и это его отличает здорово от других конкурентов. То есть тот же QTP, до этого, что был-то фреймворк для автоматизации Windows приложений больше как. Там все было коммерческое, все платное, а вот Selenium, он решил таким образом все это извертеться. Вот, то есть вот таким образом. И у нас есть такой компонент, как Selenium Grid. Это еще более сложная штука, которая позволяет не просто управлять, скажем, браузером на локальной машине, а построить распределенную сеть, где у нас определенный сервер выполняет много разных запросов с разными браузерами, да, то есть это все открывается и на какой-то поток ставится. То есть в серьезной компании, естественно, Selenium Grid вполне популярная штука. Но самое главное про Selenium, и вот что отличает его зачастую от других и даже современных фреймворков, то, что он поддерживает очень много языков. То есть он не просто на какой-нибудь JavaScript, да, только поддерживает, а он Java, Python, C-Sharp, Ruby и в том числе JavaScript. Вот что интересно. И в этой связи хочется поговорить о том, как непосредственно происходит само взаимодействие с этим фреймворком. То есть вот окей, мы понимаем примерно, мы будем сейчас дальше обсуждать команды, которые мы используем, да, но как это выглядит на клиентско-серверной стороне, то есть как это вообще выглядит. Давайте посмотрим, хочу привести хороший пример. Сейчас тоже экран открою. Так, пускай полный экран будет. Так вот. Должно быть полный экран видно. Так, смотрите. Значит, у нас на чем основан Selenium, да, то есть сам фреймворк. То, что у нас есть клиент, который посылает запросы, и сервер, который их обрабатывает, да, то есть обрабатывает и дает нам обратную связь. То есть по каждому запросу у нас идет ответ. И либо все хорошо прошло, или не прошло. То есть вот на этом весь Selenium-то и держится. Сервер может быть, естественно, локальным. То есть мы можем поставить драйвер локально, и все будет запускаться у нас только локально на компьютере. Но это просто удобно для каких-то простых тестов, чтобы протестировать, что все работает. Ну, конечно, в реальности у нас, если большой проект, у нас все это будет выполняться на серверной стороне. И смотрите, как это выглядит. То есть мы делаем команду post session. Когда мы делаем команду post session, то есть отправляем на сервер, именно веб-драйвер сервер, да, то есть нам нужно знать адрес веб-драйвера, то есть localhost, если это наш локальный компьютер, либо конкретно удаленный адрес и порт, на котором мы с ним взаимодействуем. Следовательно, мы говорим, открой сессию, вот такой вот, и с вот такими вот параметрами, да, то есть что у нас имеется. У нас есть Chrome браузер, допустим, естественно, здесь может быть все что угодно, не только Chrome, может быть Firefox, Edge. Раньше был Internet Explorer, сейчас уже как бы не используется, но вот разные браузеры можно поставить. Даже Opera в том числе есть. Вот. И что мы здесь делаем? Мы описываем то, что нам, собственно говоря, какие параметры нам нужны. Получаем ответ от сервера, то есть получаем, что окей, 200 окей, и, собственно говоря, вот, значит, параметры нашей машины, на котором все выполняется. То есть вот сессия, ID-сессия. Сессия, именно ID-шка сессии автоматически генерируется после того, как мы отправляем пост-запрос на session. Все таким образом это все работает именно с серверной стороны. Далее, все команды, которые запускаются, опять же, с клиента на сервер, они тоже выглядят в JSON формате. Естественно, это все, ребята, JSON формат обычный, стандартный, обмен информацией. Если мы хотим открыть какой-то определенный адрес, мы говорим, значит, сделай вот сессия, вот такая вот у нас ID этой сессии и URL. То есть в конце URL, значит, мы открываем какой-то определенный сайт. Вот у меня, допустим, URL моей домашней странички есть. Вот он, Ergintech. И, собственно говоря, мы его открываем. В ответ, кстати говоря, приходит 200 окей. То есть все, запрос хорошо, все выполнен, все хорошо. И null. То есть ничего, это абсолютно нормальный ответ, потому что все открылось, значит, все хорошо, никаких данных больше нет. Что дальше происходит? После того, как мы открыли определенную страницу, естественно, нам нужно нажать на определенные кнопки, сделать определенное действие, и для этого у нас есть команда click, вот, например. Опять же, видите, все в конце, снова сессия, ID сессии и клик метод, который мы делаем. Все, опять же, в веб-драйвере есть метод клик, естественно. Вот он здесь обрабатывается. И все, снова у нас окей, значит, у нас все произведено действие. Так, ID-шка.
Все. Собственно говоря, что касательно получения тайтла страницы, то бишь название страницы тоже так. Мы получаем, есть сессия, есть ID-шка и получаем ОК. То есть вот мы получаем название. Видите, в этот раз у нас не нулевое значение, то есть value null, а у нас именно значение названия нашей страницы, то есть test form page нашего веб-сайта. Все таким вот он образом функционирует в этом плане. Это вот с точки зрения клиента и сервера. Естественно, это абсолютно сухая вот такая вот, сухой такой обмен информацией между ними происходит. Это вот так вот оно выглядит. А давайте вернемся снова к обзору именно команд Selenium, чтобы посмотреть, сравнить с другими фреймворками. Итак, значит, что у нас здесь? Прежде чем это обсудим, кстати говоря, хочется сказать, что какие проблемы все это решает и как все было до. Буквально лет 10 назад, даже может и меньше, все, что связано с Selenium, вот я когда еще на первых курсах там по тестированию проходил, мы делали что? Мы все это делали, настраивали вручную. То есть вся настройка всего производилась вручную, и как бы Selenid, естественно, не использовался, и все гораздо было более архаично. То есть мы брали с сайта, скачивали библиотеку веб-драйвера, клали в определенную папочку ее, джавовскую, потом, значит, что брали другие всякие модули, опять же, JUnit, тот же для юнит-тестирования. Все снова вкладывали в папочку, все это складывалось. И вот таким образом все это было, работало до. Ну или вот также Apache End используется. Ну, кстати говоря, я Apache End не особо использовал. У нас как бы Maven использовал сразу. Maven и Gradle. Две среды сборки проекта. Вот, все вручную складывалось. Естественно, огромная проблема с зависимостью была, то есть постоянно какие-то были проблемы из-за того, что все делалось абсолютно вручную. То есть фреймворки, да, в то время, да, самое главное, конечно же, версии веб-драйвера и браузера. Это до сих пор эта проблема есть, и она как бы, да, существует. То есть вот представьте, у нас есть определенная версия Chrome стоит на компьютере, и определенную версию драйвера мы используем для обращения к этому браузеру, да, и если что-то не совпадает, все сразу валится, все сразу не работает, куча проблем. А более того, это же еще и Java, и как бы и в Java там тоже еще свои приколы, свои проблемы с зависимостью. Что-то там не отработает, что-то завалилось. И, то есть это просто ад выглядел, как знаете, в плане того, что любые зависимости, вот с ними работать непонятно было как зачастую. И да, то есть для меня сразу это шоком было. Почему нельзя было, чтобы это все автоматом прогружалось и прочее, прочее. Но впоследствии все эти проблемы стали постепенно решаться с помощью фреймворков, о которых мы сегодня и говорим. Вот. И обновление, конечно же, как только нужно было что-то обновить, какую-то версию, то есть что-то не так, нужно было все это делать абсолютно вручную. Опять же, закидывать, либо отписать какой-то скрипт, который будет обновлять. Ну, то есть это все было такое себе удовольствие. Не самое лучшее, скажем так. Я уж не говорю про среды разработки, да, то есть сейчас мы используем больше как Visual Studio Code, IntelliJ IDEA, а в то время больше как Eclipse и другие среды разработки используются. Ну, то есть вот проблем было гораздо больше, по большому счету, чем сейчас для автоматизации. Так что вот, говорим о непосредственно преимуществах и недостатках самого Selenium. Естественно, все это потом будем разбирать на конкретных примерах. Ну, преимущество Selenium — это, конечно же, поддержка большого количества браузеров. То есть он реально поддерживает все, по сути. Тот же Safari, Edge, Firefox, Chrome. Так что это весьма-весьма круто. Запускается тоже, опять же, на Windows, на Mac и на Linux. То есть все, что вам вашей душе угодно, все прекрасно работает. Вот. Потом что? Самое главное, что Selenium позволяет, это, значит, настроить тесты полностью под себя. То есть мы взяли что-либо какой-то из основы его, Selenium, и все под себя накручиваем, перекручиваем. То есть это вот реально здорово было именно с Selenium. Но, опять же, это же играет в злую шутку с этим, потому что если большая возможность настройки, следовательно, и сложность повышается от этого всего. Ресурсов по Selenium, наверное, будет больше, чем по любому другому фреймворку, что вы встретите. То есть первым делом все будут говорить про Selenium, в том числе и на интервью. Поэтому, да, Selenium, конечно, имеет определенное преимущество в этом плане. Но, к сожалению, все эти преимущества, конечно же, в том числе и компенсируются недостаточками. Именно какие недостатки? Самый главный и самый большой недостаток, который меня лично бесил всегда в Selenium, и всегда казалось, ну почему это нельзя все проще решить, почему вот оно вот так работает, а не так, это тайм-ауты, то есть управление ожиданиями, да, то есть
ну, представьте, у нас есть динамичная страничка, то есть у нас есть страничка, в которой постоянно что-то новое прогружается, то есть вот какая-то новая информация появляется. А если мы говорим про Selenium, то там нужно нам постоянно обрабатывать вот эту новую информацию и ожидать, что новый элемент появится или исчезнет. То есть он появится, исчезает и прочее. И в этой связи получается так, что очень много тестов валятся и не срабатывает. Просто потому, что мы там что-то не обработали, про какой-то один элемент забыли. Из-за этого получается так называемый flaky тест. Flaky тест — это тесты, которые через раз, знаете, то работают, то не работают. То есть в больших компаниях такие тесты стараются постоянно просматривать, и если он там проваливается чуть больше, чем определенное количество раз, то его просто выключают. Говорят, нет, ребят, это не пойдет, нам такой тест не нужен, давайте лучше его допилим, что-нибудь доделаем, и поэтому не подходит. Вот. И для этого, для управления ожиданиями, следовательно, несколько разных вейтов, несколько разных типов ожиданий. Там implicit, explicit weights, fluent weight, то есть разные типы возможности ожидания этих элементов на странице. Для каждого случая, опять же, свой нужно еще подстраивать, то есть там не все так просто. Но тоже это улучшилось, они в последнее время стали какие-то тоже модификации добавлять, но все равно на каждый элемент, считайте, нужно ожидать, что он либо появится, либо не появится, и это какую-то писать логику для этого. Вот. С точки зрения скриншотов и прочей информации, то есть если что-то провалилось, какой-то из тестов, мы хотим получить какой-то скриншот, да, чтобы знать, где именно что-то свалилось. А в Selenium в самом по умолчанию это все не встроено, нужно добавлять разные другие библиотеки, строить какую-то логику зависимости, чтобы вот если что-то провалилось, сделай скриншот, собери логи, прочее, прочее. Этого, к сожалению, вот в Selenium по умолчанию нет, и поэтому приходится все это допиливать вручную. Так, ну вот динамические элементы, как я уже сказал, что вот есть такая проблема с динамическими элементами. Всплывающие окна, в том числе, это отдельная боль. То есть, если появляется что-то из всплывающих окон, то вот может какие-то проблемы возникнуть. То есть, и как переходить с одного окна в другое, например, да? Это вот тоже у Selenium есть такая проблемка, которую другие фреймворки решают. Ну, сейчас поговорим об этом все более подробно. Так. Так. Итак, постепенно переходим к селениду. Естественно, мы это все разберем сейчас на примерах, поэтому не переживайте. Если что-то непонятно, можете писать в чат, но в том числе, естественно, мы это все разберем на конкретных примерах впоследствии. Вот. Значит, селенид. Вот, ребята, увидели Selenium, увидели его проблемы, поняли, что окей, что-то с Selenium не все прекрасно, как хотелось бы, что бы нам не сделать, и на основе этого Selenium сделать что-то свое. То есть взять это как за базу, за основу, и не изобретать велосипед, а просто написать поверх него какой-то еще модуль. То есть Selenid — это не полностью что-то новое, переделанное. Это вот просто сам Selenium, и на основе него какой-то такой набалдашник, да, который помогает более как-то эффективно работать с разными аспектами взаимодействия с браузером. То есть это не что-то новое, это не полностью переписано, это именно вот такая модуль такой добавочный. То есть буквально все, что есть в Selenium, конечно же, есть в Selenid, просто оно немножко так спрятано под капотом. Вот, если так это все описывать. И вот он как раз-таки решает самую главную задачу, которая у нас есть в Selenium, а именно ожидание. То есть, если у нас что-то не так, ну, то есть, некоторое время... Если мы в Selenium пишем логику, как смотреть, появился элемент или нет, исчезнул он или нет, то в Selenium это вообще делать не нужно. В Selenium он сам автоматом все это проверяет и смотрит. То есть, мы вообще даже об этом не думаем. Мы сказали, кликни кнопку, а там что он делает, мы даже, по сути, не разбираемся. Он там сам какую-то логику, сам выбирает нужный метод, и таким образом посмотрим, взаимодействует с элементами. То есть, вообще не нужно писать никакую логику. Значит, да, ручной настройки никакой нет. Потом, сам API гораздо более читаемый. Я Selenium не так давно попробовал первый раз, и когда я попробовал его, подумал, да надо же, как будто все написано просто вот по-человечески, и окей, Selenium тоже не супер, там прям сложный фреймворк, да, но просто когда увидел первый раз синтаксис, я понял, так, это вот гораздо более логичное все, что-то пишется. И попробовав Selenium, на самом деле обратно в Selenium вернуться немножко сложно. Поэтому наш курс в основном как раз-таки базирован на Selenium, потому что, ну, как бы, Selenium у нас только хорош. Хотя в больших-больших компаниях я из того, что видел, им не особо активно еще пользуются. В основном все, ну, во-первых, тесты все завязаны еще до сих пор на Selenium, поэтому не так просто перейдешь. И, видимо, еще есть какое-то такое непонимание преимуществ, да, то есть, ну окей, то есть, если все уже хорошо работает, что ж менять. Вот, и поэтому компании не особо такой переходят. Но
гораздо все проще с точки зрения именно читаемости всех тестов. А мы еще поговорим, какие разные вариации есть фреймворков, как еще можно это все более еще интересно сделать, как люди пробовали. Вот. Значит, что? Все то же самое, поддержка CSS, XPath, то есть разные методы взаимодействия с элементами, все это есть. И вот что еще есть, что хорошо. Во-первых, автоматические скриншоты. Там просто нужно подстроить ожидания, не ожидания, а listener поставить определенные на разные события, и автоматом будут генерироваться скриншоты в случае неправильных, ну, не прошедших тестов, да. И с отчетами там гораздо лучше значит, взаимодействие. Интеграция Allure для отчетов, да, вот в этом плане, оно гораздо проще именно в Selenium, чем в Selenium. Вот. Ну, в общем-то, такая упрощенная версия Selenium для тех, кто не хочет разбираться с излишним синтаксисом и кто не хочет писать так называемый boilerplate код. То есть тот код, который как бы, окей, он есть, он кучу раз повторяется, а если не повторяется, ему нужно куда-то отдельно писать свой какой-то другой, несколько классов своих, да, которые будут это все упрощать. То есть, ну, в сути, ребята сделали, упростили Selenium. Вот. Что у нас еще есть здесь? Значит, да, если так просуммировать, то, естественно, простота использования, меньше кода и все, что я сказал. Управление браузерами, что еще хочется сказать, что в Selenium главная проблема еще, что, как я уже говорил буквально несколько минут назад, была такая проблема, что с браузерами целая проблема взаимодействия. Да? То есть нужно найти правильную версию драйвера для вашего браузера в системе. То есть надо как-то поставить взаимодействие. Вот, значит, мой драйвер, то есть та программа, которая взаимодействует с браузером, и сам браузер. И, собственно говоря, это большая проблема. Selenium ее решает. Вы только говорите, какой браузер, и он автоматом все это действует. Прокачивает нужный драйвер, запускает его, и все работает. Спойлер, хочу сказать, что не всегда все хорошо работает, и есть проблема, что несколько раз у меня такое было, даже много раз, хочу сказать, что оно не тот драйвер скачивало почему-то, и, значит, что-то не срабатывало. Не открывался браузер, что-то билось, приходилось там разбираться, переделывать. Потом думаешь, господи, почему я не сделал это на Selenium? Потому что на Selenium просто я бы сделал так, бы оно работало. То есть, видите, обратная сторона есть, что когда ты все упрощаешь, ты понимаешь, что там слишком много за тебя делается, и ты не можешь контролировать весь процесс. Хочется влезть туда, что-то там переписать, доделать, но Selenium как бы он за тебя все это думает. И то есть не всегда это хорошо, не самое лучшее решение. Что-то поддержка только Chrome, Firefox, хотя, по-моему, Safari в том числе пробовал некоторое время назад тоже. Вот, но да, то есть он менее гибкий, то есть его труднее настроить. Ой, пардон, не труднее настроить, как что я говорю. Ну да, то есть что-то под себя поменять, пересобрать, в этом плане тяжелее будет с Selenium, чем с Selenium, к которому уже все привыкли. Ну и в том числе поддержка. Самое главное, наверное, пожалуй, что хочется упомянуть, это поддержка, что сторонние форумы гораздо больше знают про Selenium, чем Selenit. Будем честны, да? Вот. Значит, что у нас есть? Selenium, как я уже говорил, у него используется несколько разных типов драйверов, которые у нас есть Chrome драйвер, Gecko драйвер, Internet Explorer драйвер, но это уже старенький, устаревший, сейчас уже не используется. Edge драйвер, Safari драйвер и Opera драйвер. Вот. Все это происходит взаимодействие, используя JSON протокол. Вот. Собственно говоря, вот таким образом оно работает. Selenium и Selenit, если так вкратце описать. И постепенно мы перейдем к коду и просмотрим еще нескольких вариаций фреймворков, которые есть для решения этих задач, которые у нас имеются. Так, ребят, комментарии, если что-то непонятно, пишите в чат, пожалуйста, не молчите. Давайте будем взаимодействовать. Так что, если что, не хочется, чтобы я сухую какую-то теорию выговаривал, давайте, если что, пишите. Будем разбирать на примерах сегодня. Так. Смотрите. Говоря про Selenium. Как это все дело выглядит? Так. Смотрите. Первым делом, опять же, та большая проблема, о которой я говорил в Selenium, что нам приходится выкачивать драйвер для работы с браузером. И вот у меня находится Gecko драйвер, который я выкачал. Вот у меня прописан полный путь к этому драйверу. Кто
пишет его заново интернета. Вот. Придется его перекачать. Это проблема. Gecko-драйвер. Вот он, Mozilla Gecko-драйвер. И нам нужно выкачать правильно верной платформе. Самое внимание. Иначе оно работает. Так, меня нормально слышно? Ага. Фонит. Ага. Фонит. Ну, сейчас, наверное, все нормально, да? Более-менее. Все, понял. Смотрите, значит, в чем проблема главная была, что нам, и как бы она и есть, что нам нужно выкачивать определенную версию драйвера с этой странички. Допустим, конкретно для Firefox это Gecko драйвер. Итак, видите, здесь у нас все эти версии есть. Что у нас под Linux есть, под Mac, под разные архитектуры, да, то есть все это надо выкачать. И это все нужно, естественно, в папочку определенную положить, и только так оно будет работать, указать ее также в проекте. Ну, то есть отдельные проблемы, которые не особо, может быть, и нужны, да, хочется, чтобы все это решалось каким-то образом. Вот, и получается так, что у нас здесь все прописывается. Вот я говорю, что я использую здесь Selenium Firefox. Самая главная опция, которая нас интересует зачастую в тестах, да, потому что мы хотим, чтобы наши тесты запускались без лишней суеты, скажем так, без лишних всплывающих окон, без лишних открываний браузера. И для этого есть такая опция, которая называется Headless. Вот она такая штука. Если мы поставим эту опцию Headless, наш браузер будет запускаться в фоновом режиме, и мы его видеть не будем, он не будет мешать. Вот здесь он у меня сейчас выключен. Давайте закомментируем эту линию. Все, то есть есть такая опция. И практически на всех тестовых фреймворках есть возможность, либо чтобы он открывалась вот прям при вас, да, в таком режиме, что можно визуально видеть, либо, соответственно, фоновый headless режим. И это есть, конечно же, и в Selenium, и в Selenium, и во всяких разных других фреймворках. Значит, что у нас здесь? Обычный джавовский код. Если посмотреть, да, снова мы поставили наш Gecko-драйвер и путь до него. Мы прописали, что мы стартуем драйвер, то есть мы инициализируем сессию, то есть мы говорим, что все, давай запусти-ка нам сессию, будем с ней взаимодействовать. И мы открываем формочку, то есть это формочка на вот этом сайте, форма HTML, то есть это форма моей страницы. Здесь у нас идет селениумский код, то есть вот типичный Selenium. Мы говорим, опять же, хочу сказать заранее, ребята, это не самый оптимизированный код, просто потому, я хочу показать все в одном файлике. Конечно же, по-хорошему, писать код нужно иначе с помощью Page Object Model. То есть все, что здесь написано, каждая страничка приложения должно быть отдельный класс вынесен, и все настройки должны также вынесены в отдельный класс. То есть это вот не самый оптимальный вариант описания. Естественно, у нас есть отдельный урок в курсе про именно, как правильно форматировать тесты, как их собирать. Просто чтобы, да. Смотрите, здесь у нас что? Мы создаем веб-элемент, то есть мы просто говорим, что вот это вот переменная, допустим, имя, да, оно равняется драйвер find element by ID name. Посмотрите, сколько лишнего, казалось бы, синтаксиса, да. Мы сделаем там переменную, создаем, мы присваиваем ей значение, пишем by.id, то есть это все нужно описать, как бы все это лишняя суета. Сколько у нас импортов разных, вот by, потом Firefox Drive, Firefox Options, Web Element, ну, короче говоря, куча всяких импортов и прочего такого кода, который хотелось бы, чтобы его было меньше. Это пока не сложно в рамках простого теста, но как только у нас тест будет как-то побольше, то у нас возникнут проблемы, просто читать будет сложнее. Вот. Далее, что мы делаем? Мы взаимодействуем с ним с помощью команды send keys, то есть мы берем, отправляем значение в формочку, набираем, да. У нас здесь просто имя, first name, last name, и адрес, и заметка вот какая-то, да. И здесь, кстати говоря, для ожидания используется вообще неправильный способ, а thread sleep. То есть мы просто берем и останавливаем на какое-то время процесс, чтобы наш тест смог бы нормально найти нужный нам элемент. То есть вот нужное сообщение в конце. Это все сделано для упрощения, это, естественно, неправильно, но в случае с селенидом нам и все вот это вот не придется делать вообще. То есть у нас любые ожидания, все, что связано с ожиданием элементов, все это решается, и это не нужно ничего делать вручную. Давайте-ка его запустим, посмотрим, что у нас он будет делать. Вот нажимаем Run и запустим этот тест. Вот, пошло. Все, простая формочка. Ввели, значит, имя ввели, адрес, заметку, нажали кнопку, и появилась надпись «Формочка отправлена». Да? Потом в конце проверяем, что значит, find element message, то есть мы находим, что сообщение у нас есть, и говорим, что все хорошо прошло, мы получили ответ, отклик какой-то.
Видите, код не идеальный, и хотелось бы все это как-то более-менее упростить, да, что-то поубрать лишнее и не заниматься этим скачиванием драйвера вот сюда, вот, потому что, опять же, я скачал этот драйвер 2 дня назад, буквально через некоторое время пройдет, да, версия новая выйдет Firefox, да, и все, больше работать не будет, просто потому что вот так вот. Поэтому для этого существует проблема решения не только с помощью селенида, можно не обязательно селенид сразу использовать для конкретно этой проблемы. Можно использовать так называемый веб-драйвер менеджер. Вот. Чтобы использовать веб-драйвер менеджер, мы его добавляем в POM.xml. Смотрите, как это делается. Значит, в POM.xml, то есть в нашем файле зависимостей Maven, у нас есть вот такая штучка, как веб-драйвер менеджер артефакт. То есть вот мы добавили его. Конкретно эта библиотека, она решает именно вопрос зависимости и скачивания нужных нам браузеров. Вот. То есть нам гораздо меньше проблем, если мы просто говорим, скачай нам такой-то браузер, и он автоматом его прокачивает. То есть при этом оставляем синтаксис Selenium, вот, но решаем, может быть, одну из главных проблем, которая возникает, это вот именно прокачивание нужного драйвера. Тоже не самым идеальным способом работает, но в принципе мне это гораздо больше нравится, чем надеяться на вот это вот ручное скачивание или какой-то скрипт для драйвера. Смотрите, значит, веб-драйвер менеджер. Вот, что, собственно говоря, происходит здесь. Я говорю, веб-драйвер менеджер. Слушай-ка, скачай-ка нам Firefox драйвер и настрой его. Вот. Вот одна строчка заменяет скачивание ручное Firefox, либо Safari, либо какого еще драйвера, и автоматом у нас все это делает. Естественно, если мы хотим использовать не Firefox, мы можем набрать веб-драйвер менеджер. Допустим, смотрите, что у нас здесь есть. У нас есть Firefox драйвер, Chrome драйвер, Chromium, Edge, и даже Internet Explorer драйвер оставить, то есть ничего не поубирали. Opera драйвер, Safari драйвер, драйверы. Но самое главное, что нужно понимать, браузер за вас эта утилита не поставит. То есть этот браузер должен быть установлен в системе. Некоторые другие фреймворки, они позволяют, чтобы он еще автоматом прокачал вам браузер, какую-то специальную версию его. То есть, здесь этого нет. Ну, хотя бы вот главную проблему выкачивания нужной версии он решает. Ну, скорее всего, выкачивает последнюю версию. Вот, что здесь есть. Так что вот таким образом это работает. Здесь то же самое по форме. В самой форме никакой другой информации нет, в смысле в самом тесте, да. Все то же самое, мы отправляем просто скрипт, отправляем, получаем значение, обрабатываем и все. В общем-то здесь никакой разницы нет. Все хорошо. Но, естественно, хочется как бы это все дело еще подупростить, да. То есть, когда это все в Selenium так прописано, как бы здорово все работает, но есть желание к упрощению. И вот тут-то нам как раз на помощь приходит наш дорогой Selenit, вот, который у нас все это дело несколько упрощает. Так, заходим, значит, по XML. Смотрите, что интересно. Здесь у нас в самом Maven файле вообще ничего лишнего. То есть по сравнению с Selenium, нам нужно, что там, Selenium там было прописано, WebDriver Manager, JUnit, еще всякие дополнительные библиотеки. Все отдельно впихиваем вот так вот, да. А Selenium это одна громоздкая библиотека, которая заменяет кучу всего сразу. То есть не нужно ни то, ни другое, все в ней есть. Но она, кстати говоря, громоздкая, поэтому и тоже из этого некоторые проблемы возникают. Но тем не менее, у нас последняя версия 7.5.1 поставлена, и JUnit есть разве что. JUnit, естественно, нужен для запуска самих для формирования тестов, да, для того, чтобы тесты красиво выглядели, то есть, чтобы аннотация тест была. Вот это, собственно, для чего он JUnit и Selenit. Все. Две зависимости нам нужны, больше ничего не надо. Идем, значит, в исходный код. У нас здесь один класс, и давайте смотреть, что у нас здесь происходит. Помните, да, что мы можем вначале захотеть выкачать определенную версию драйвера. То есть никто нам не запрещает взять, прописать вот такую строчку и все равно выкачать нам нужную версию нам драйвера. То есть, допустим, Selenit скачивает что-то другое, не то, что нам нужно, а мы хотим какую-то другую версию. Вот можем прописать ее здесь, и он выкачает, то есть система, сам тест выкачает ее именно правильную версию. Но в простейших случаях, да и в большинстве случаев нам это не нужно делать вообще. Нам все, что хочется сказать, типа вот мы говорим configuration browser Firefox. Configuration позволяет конфигурировать нужным образом наш Selenit. Да? То есть мы говорим, что конкретно в тесте нам нужно. Вот это как раз-таки desired capabilities, да, вот в реквестах, да, что у нас называется, capabilities, что мы хотим. Все эти значения с клиентской стороны мы прописываем вот это в Selenium. Только в Selenium это все как-то более сложно, там options, прописывать все эти опции, это platform name, browser name, acceptance secure certificates и прочее. То есть все это надо конфигурировать, а в Selenium этим занимается сам Selenit. Вот.
Что у нас здесь есть? У нас configuration браузера стоит Firefox, здесь мы можем поставить Chrome или что-либо другое на наш вкус и взгляд. Также, если мы наберем configuration, здесь у нас также другие интересные вещи есть. Браузер size, можно поставить размер окна браузера, да, допустим, если мы хотим определенный какой-то размер окна, может быть, мы хотим мобильное, да, чтобы у нас такой был размер экрана. Base URL, то есть именно стартовая точка нашего проекта, стартовая точка загрузки страницы, то есть, ну, можно тоже прописать его. Версия браузера, кстати, что интересно, не особо пользовался, но вот это здорово, можно прописать нужную версию, он подкачает, видимо, драйвер правильный. Ну, и всякие другие опции, которые... Remote очень важная опция, то есть Remote. Configuration Remote позволяет нам поставить, допустим, если мы хотим запускать тесты не у себя на локальной машине, а где-то на сервере. То есть, представляете, всего упрощено и собрано вот там configuration. Так, у меня, говорит, что немножко интернет был глючил. Сейчас меня нормально слышно, ребята, все хорошо? Потом написал сообщение, что нестабильно было. Если жалоб нет, значит все хорошо. Смотрите, дальше идем непосредственно к самим тестам. Что у нас здесь есть? Так, у меня все хорошо, слышно? Пожалуйста, плюсик поставьте, если все хорошо. Ага, спасибо, Юля, спасибо. Смотрите, дальше что мы пишем? Непосредственно сам тест, да? Логично же. Ну, перед тестом еще, кстати говоря, вот configuration timeout можно поставить. Это тайм-аут в случае, если у нас тесты не пойдут, что-то какие-то проблемы возникнут, вот 5000 миллисекунд стоит, значит, у нас вырубаются тесты. Если не нашло какие-то элементы, ничего не сработало, не получилось, все. Здесь у нас мы обычным английским языком все описываем, что мы хотим, что нам нужно, да? А нам нужно что? Нам нужно взять, открыть страничку, вот open, на эту страничку. Потом мы говорим, то есть без всяких там поиск by.id, .name, там что-то такое, да, by.expat, все прочее. Мы просто говорим, что вот нам нужно, допустим, name, set value. То есть, казалось бы, гораздо все логичное. Вот это вот... Если у нас один значок доллара стоит, у нас один элемент, а если два, это коллекция элементов. То есть там можно быстренько пробежаться через целую коллекцию элементов и найти нужные в них. То есть мы можем так сделать, в том числе на страничке. Ну вот, в самом простом случае вот у нас будет так вот значок доллара, потом имя, set value, set value. То есть смотрите, насколько это более просто и читается гораздо легче. Да? Вот прописано все. Далее, что... Никаких ожиданий, смотрите, ничего не нужно. Не надо прописывать, что там timeout, time sleep, там WebDriver wait, ничего это все прописывать больше не нужно. Все это происходит вот автоматом в селенидовском режиме. Дальше мы отправляем формочку. Значит, у нас submit называется форма, клик, все происходит. И давайте запустим его, чтобы увидеть, как это все в работе происходит. Что это то же самое, что и в Selenium. Все, снова открывается Firefox. Все быстренько пробежало, все выполнилось. То есть, ну, все то же самое, просто меньше лишнего кода и более красиво смотрится. Но, да, поддерживать такой код, на мой взгляд, проще, вот, и как-то все это смотрится изящнее, естественно. То есть, ну, как бы, вполне банальные вещи, но я думаю, вам тоже понравится больше как Selenium подход. Опять же, некоторые компании требуют именно Selenium, поэтому... Тут такое же, палка с двух сторон, как говорится. В конце close WebDriver, то есть мы говорим, чтобы он закрыл сессию WebDriver, то есть то, что мы инициировали, чтобы он сессию закрыл. Все, то есть вот таким образом все это выглядит в этом плане. Так, возвращаемся потихонечку к нашей презентации. То есть, чтобы показательный синтаксис, в чем именно он различается между Selenium и Selenidом. Да, мы в Selenium, естественно, в Selenium там еще много разных видов ожиданий, то есть implicit wait, задает определенное время, да, то есть мы ожидаем сколько-то для появления элемента, то есть мы говорим там, подожди 20 секунд, вот так вот. Здесь ничего это делать не нужно, да, в Selenium. Explicit wait, значит, у нас на конкретное условие элемента, ну, то есть элемент появился, исчез, что-то с ним случилось, да. Fluent wait, но там еще более такое интересное настраивание. Естественно, и что Selenium, что Selenium, все это мы можем встраивать в CI/CD, то есть Continuous Integration. Все эти наши тесты мы можем потом впоследствии запускать на сервере. Ну, в том плане, что мы можем закачать на GitHub и в GitHub запускать с помощью скрипта CI/CD. То есть, как это обычно запускается, да, скрипты? У нас есть, допустим, команда в терминале, да, мы находимся в нашем проекте, смотрим, что в нашем проекте, мы в нем запускаем скрипт. То есть, мы говорим maven test. Вот.
говорим так, и он должен запустить то же самое, наш скрипт вот здесь вот собрать. Так, build success. А здесь у меня одну опцию не поставил, чтобы он открывал именно этот нужный файл для теста. Поэтому он говорит, что все хорошо собралось, но он не запустил сам тест. Короче говоря, с помощью Maven Test и с помощью других команд можно запускать все эти тесты. То есть буквально здесь по максималу тут кое-что поправить нужно. То есть прописать здесь нужно, что мы подтягиваем именно этот вот файлик. Вот. Запускается Maven Test что угодно, и что селенидом, что селениум, в принципе, никакой разницы нет. И так будет работать. Все остальное интеграцию поддерживает. Что JUnit, что TestNG, то есть все, что угодно можете встраивать между ними, то есть вообще проблем никаких нет. Архитектура, собственно говоря, такая же, как я говорил, селенид это не что-то кардинально новое, это именно добавка к Selenium. И не более того. И что интересно, да, что, как я уже показал, была такая у меня ситуация, что выкачивал неправильную версию драйвера, да, для работы с браузером. И здесь помните, я показал несколько минут назад WebDriver Manager. Вот для прокачки нужных версий нам либо Firefox, либо чего. Вот я, собственно говоря, WebDriver Manager сюда впихнул, чтобы он мне прокачал нужную версию. Ну, то есть там что-то какие-то костыли пошли, когда у меня не работало нормально. Хотя, скорее всего, нужно было здесь configuration browser version прописать, и, может быть, оно сработало. Ну, то есть иногда не хватает некоторой документации и понимания, когда работаешь с фреймворком, который все упрощает, думаешь, как чуть-чуть туда залезть и что-то свое, добавить свое, да, от Selenium. Но, в принципе, они совместимы, их можно совмещать вместе. Никто не запрещает в POM-XML прописать как Selenium файлики, так и Selenid. То есть у вас может быть не один тест на Selenid, другой на Selenium, можете все вместе перемешать. Не советую, конечно, это делать, это будет такая каша некоторая, но тем не менее. Вот. Так или иначе, вот такая вот возможность есть. Что у нас еще? Архитектура все то же самое. Управление элементами я уже сказал, что клик, set value основные функции. Но, кстати говоря, еще интересная вещь. Одна это should have. Где вот у меня здесь он есть? Или нет? Should have. Да, смотрите, should have. То есть вместо того, чтобы писать какую-то долгую проверку элементов, что все хорошо появилось, у нас здесь буквально есть один метод should have и текст for them submit. То есть вместо того, чтобы там что-то проверять, ставить какую-то логику, там, если текст появился, там ты должен то-то, если текст не появился, то то-то. Здесь у нас автоматом should have, и все, оно нам отдает обратное значение. Типа все, если есть, если правильный текст, если неправильный. Буквально тут одну меняем буковку, запускаем, и теперь тест должен провалиться. То есть вот буквально should have метод решает эту проблему. То есть вот так вот. Раз, пошло-поехало. Все, запустилось. И, собственно говоря, здесь у нас должно... Так, а почему? Form submission message form is submitted. Так, я видимо, что здесь form is submitted. Что у меня здесь упущено? Ну, в общем, не совсем правильно пробегает, но... Короче говоря, да, should have метод, он должен именно проверять, что что текст правильный или неправильный, соответствует этому или нет. Мне кажется, здесь просто какой-то порядок чуть-чуть перепутан, нужно переставить, и все будет нормально работать. Вот. Ну, вот так вот это все работает. То есть один метод, все решает какие-то проблемы, все интегрируется прекрасно, все хорошо работает. Далее, что еще? Скриншоты, да, автоматом при проваленных тестах что-то так формирует. Так. Поговорим еще про другие утилиты, которые есть. То есть мы поговорили пока только про Selenid и Selenium. На самом-то деле, по большому счету, Selenid, у него какая отличительная особенность от того же Selenium? Selenid, он написан под Java, то есть это в основном для Java. Не в основном, а как бы это и есть для Java. Фреймворк для Java. Но, вдохновившись успехом Selenium, некоторые ребята решили и портировали его на другие языки программирования. В том числе на тот же Python. Вот. И для этого у нас фреймворк с названием Selene есть, который вот так вот выглядит. Сейчас Selene текст давайте так откроем. Вот. Он нам позволяет что делать? Таким же примерно способом, как мы делали в Java, все то же самое прописать, но это уже в формате такой в Python. То есть есть функция, то же самое, браузер config, все абсолютно то же самое, только под Python переделано. То есть ничего кардинально не отличается, все те же самые тесты. Вот так он работает. То есть ребята просто решили портировать под разные другие языки, что в принципе здорово. Так.
То есть Selenium, Selenit, Selen. Это касательно именно фреймворков вот такого вот порядка, да, которые с помощью команд мы что-то прописываем, вот таких вот четких команд для нашего фреймворка. Есть еще и другие вариации. Да, кстати говоря, вот небольшая табличка сравнения, но, в принципе, мы все уже проговорили, по большому счету. Если хотите, вот именно сравнение про то, как выглядит, что более громоздко, что менее громоздко, вот, допустим, Open у нашего Selenida, у Selenium драйвер get. Потом CSS Selector, допустим, есть драйвер find element by.css Selector. Но видите, все гораздо менее такое красивое. Потом здесь CSS Selector click, то есть, допустим, first name, клик, а здесь у нас драйвер, find element, снова вот так все это затянуто. Еще интересно, что для закачивания файлов, я уже говорил, что он еще удобно в плане переключения между окошками, очень удобно. Также в плане закачивания файлов тоже там более удобные функции есть в Selenity, в отличие от Selenium. Вот. Опять же, снова ну, на таких примерах кажется, что, в принципе, не такая огромная разница, да, вот именно в плане, что, ну, короче и короче. Но по факту, когда мы все это на большой проект растягиваем, то есть выглядит все гораздо более логично, более просто. Смотрите, проверка элемента, допустим, в веб-драйвере пишется драйвер find element, size такой-то больше нуля, допустим, да, что размер какой-то там этого набора элементов. Здесь у нас просто exists. Все. Здесь, а вот самое интересное, что снова с ожиданиями, у нас, видите, ожидания, new driver weight, element located, expected conditions, и, в общем, прописываем все-все-все. Здесь у нас просто should appear, все. Перемещение между страницами снова, у нас просто back forward, refresh, а в Selenium драйвер navigate back, драйвер navigate forward, драйвер navigate refresh. То есть несколько вот более такой затрудненной синтаксиса, да. Скриншот я уже говорил, да, то есть даже скриншот у нас пусть команда скриншот есть. В Selenium она более такая объемная. Ассерты снова. Ассерт самое главное, то есть проверка определенного условия, либо она соблюдается, или не соблюдается. Сравниваем, что мы ожидаем и что у нас есть. И вот снова should have, она работает гораздо удобнее в Selenity. Есть еще такая штука, как робот-фреймворк. Ребята, робот-фреймворк – это отдельная песня. В чем он заключается вообще, да? Сейчас у меня, по-моему, здесь было. Вот. Ребята кумекали с этими всеми тестами, что у нас были с Selenium тоже, и подумали, а что бы не сделать фреймворк такой простой для того, чтобы все описывать простым человеческим языком, скажем так. Подумали, а что бы не все не упростить так, вот еще больше. И вот это родило у нас несколько интересных фреймворков, вот как, например, робот-фреймворк или Cucumber, то есть огурец, да. Два таких основных столба в этом плане. Хочу сразу сказать, что из того, что я видел, эти фреймворки не супер-мега популярны, и их популярность падает. Но об этом позже. То есть, значит, что это такое? В принципе, это фреймворк считается для людей, кто не технически подкован. То есть не для программистов, не для тестировщиков, которые автоматизация, да, вот именно для тех, кто хочет все описывать простыми английскими словами. Без лишнего кода, без там скобочек, запятых, точки запятых, как угодно, да. И вот родился робот-фреймворк, так называемый. Вот он у меня здесь как раз-таки хороший пример есть с ним. Вот. Смотрите, что получается. Значит, решили у нас, если люди... Сейчас я немножко сделаю, чтобы больше было на весь экран. Смотрите, все в таком виде такого столбика, да, получается, что мы сначала описываем, что мы хотим, настройки, мы говорим, что используем Selenium Library, то есть работаем с Selenium. То есть, несмотря на то, что это робот-фреймворк, но все равно под капотом он использует для обмена информацией, для взаимодействия, он использует Selenium драйвер, то есть для взаимодействия с браузером. То есть, это в основном именно решение в плане синтаксиса. Я как раз хочу говорить, что бывает именно синтаксис, да, языка, а вот есть непосредственно реализуемая сторона. То есть, и весь open-source мир состоит из кусочков и фреймворков. То есть одно с другим, с третьим, с пятым, десятым, куча разного и между собой взаимодействует. Поэтому вот то же самое робот-фреймворк – это пример вот такого. И что здесь интересно? Мы говорим, значит, Selenium, потом мы говорим, какую мы открываем страничку, это моя страничка, это форма HTML, потом говорим, где прописываем Gecko драйвер, ну то есть снова где драйвер Firefox, потом мы говорим, что имя и прочее, прочее. Видите, что у нас написано конкретно переменная с именем, с фамилией, с адресом и с запиской. То есть все прописано здесь и вроде как читается даже вполне приятно и хорошо.
Здесь у нас что получается? Сами тесты, ну, здесь идет некоторая настройка. Опять же, что мы используем Firefox, здесь немножко такое чуть-чуть техническое, да? А дальше, что интересно идет, мы говорим go to URL, то есть просто говорим, шагай-ка сюда, введи текст, значит, в поле имя такой-то, name, потом введи текст в заметке такой-то, нажми кнопку такую-то, подожди 2 секунды, потом, значит, если сообщение все хорошо совпало, у нас говорит, что form submission message такой-то, и все, и закрывается браузер. То есть вот в этом вот вся идея, чтобы максимально упростить, что ли, да. Мы еще поговорим, почему это еще не самый лучший подход, но, тем не менее, смотрите, что получается. Давайте запустим то, что у нас есть, этот робот-фреймворк. Значит, сейчас запущу эту среду. Так, значит, у нас называется Form Test Robot. То есть сам тест называется именно расширение .robot. То есть, чтобы таким образом работать. Естественно, нужно поставить этот робот, модуль поставить этот модуль здесь в систему, чтобы он работал. Ну, набираем робот и, значит, form test.robot. Поехали. Смотрите, он автоматом его запускает. И должно сказать результат. Все, значит, one test, все прошло. То есть, почему это все делается так и без открытия браузера? Потому что как раз таки он запущен в headless режиме. То есть ничего не возникает, никакие всплывающие окна, он работает в headless режиме. Значит, если мы уберем вот эту вот опцию headless, сейчас, если форматирование не собьется, он должен отработать правильно. Сейчас должно открыть браузер, по идее. Так, нет, он arguments missing. Сейчас, если head. Ну, тут немножко неправильно, может быть, не в правильном редакторе открыл, поэтому, может, немножко сбивается. Так, все, вот открылся. Enable to connect. Все, видите, все то же самое прошло. То есть можно регулировать таким образом наши тесты. Все то же самое. Пробежался тест, все хорошо работает. Вот такой еще фреймворк есть. Я читал, перед подготовкой к лекции я почитал отзывы разных людей про этот фреймворк. Мне было просто любопытно, что другие люди об этом скажут. То есть на английских форумах почитал, на русских форумах не так много информации про этот фреймворк было. Видимо, изначально у нас какое-то не очень отношение к нему. У нас вот на Selenium середите зациклены, да, и Playwright, конечно. А здесь как бы получается, что такое что-то немножко странное. И люди так и говорят, ну вот, хорошо, а зачем? То есть вот у нас есть уже готовые вещи, куча документации, которые, в принципе, не с таким суперсложным синтаксом. У нас есть Selenit, в котором все пишется нормальным кодом джавовским, да, а это что такое, какой-то костыль, да, вроде как оно и работает, но в то же время, смотрите, получается, что здесь нужно вот это вот options, evaluate, sysmodels, ну, это выглядит, как будто вот кусок кода воткнули в вроде бы читаемый человеческий текст, то есть выглядит что-то вот несколько странно, то есть не самым лучшим образом все это сформатировано. Все так вот получается, что робот-фреймворк, он не самый подходящий для всех задач, потому что, ну да, уже есть уже готовые модули, тоже Selenium, Selenit. Да, таким вот образом работает. То есть, видите, называется keyword-driven тесты. То есть, именно по ключевым словам. То есть, мы пишем go to, то, и оно автоматом выполняет наши действия. Ну, видите, если так сравнивать, что к чему, что лучше, то у нас, соответственно, для простой настройки поддержки тестов, естественно, Selenit подходит лучше всего. Если хочется гибкости, это Selenium. Прям вообще идеальный вариант для тех, кто разбирается, шарит и не хочет что-то менять. То есть никто вас не заставляет переходить на Selenit. Я сам, честно говоря, на Selenit переходил с некоторым таким ощущением, что типа, ну а зачем? Вот в Selenium все это есть. Но как только попробовал, увидел синтаксис красивый, то вот попробовал. Мне, в принципе, понравилось. Без технических знаний робот-фреймворк подходит. Если у вас вообще как бы приходите в команду, у вас уже готовый этот робот-фреймворк прописан, значит, программисты показали, как все это использовать, какие команды есть. Все, можно, в принципе, с ним взаимодействовать и роботы использовать. Но что-то, как правило, я не вижу таких серьезных примеров, что в больших компаниях этот робот-фреймворк используем. Может быть, я ошибаюсь, может быть, где-то все-таки оно и актуально, но что-то вот не пошло. Еще одну вещь, которую мы не обсудили, это Cucumber, также в том числе огурец. Кстати говоря, перед тем, как перейдем, хочу сказать, что робот-фреймворк, у него автоматически работает, используется работа с отчетом, то есть он формирует отчет, репорт HTML, и автоматом, видите, все он говорит, что, значит, у нас тест прошел, все хорошо, а есть также еще лог-файл.
log-файл говорит, что конкретно происходило на странице. Смотрите, сейчас я увеличу страничку. Можно увидеть, что происходило. Значит, у нас form тест, называется наш тест suite. Потом сам тест проходит, и что здесь происходит. Смотрите, keyword такой-то, потом такой-то, такой-то, такой-то. То есть все здесь четко описывается, куда он проходит, значит, на какую страничку. То есть очень весьма так описано. Смотрите, когда началось, когда закончилось, документация уже просто. Ну, то есть, в принципе, весьма приятный отчет. И все из коробки, все работает без там лишней Java машины, что-то такое, да, все у нас на питончике. То есть, в принципе, кому-то, может быть, и робот зайдет. То есть, вот какая альтернатива всему. Попробовать можно, поизвращаться. Я считаю так. Да, то есть, вот такая вот у нас есть опция. Что у нас еще здесь? В робот фреймворке, да, лог и все. Да. Значит, Cucumber. Значит, сейчас я посмотрю, у меня должно быть по нему примеры. Есть. Сейчас. Такс. Selenium. Ага. Да. Сейчас попробуем. Еще вот один фреймворк у нас есть. Это Cucumber. Здесь, ребята, еще, если робот-фреймворк, там вроде все описано в виде ключевых слов, и все так ясно понятно, то Cucumber, этот огурец, это еще не простой огурец. Это всем огурцам огурец. И вот что получилось, что здесь снова решили попробовать все упростить, а на мой взгляд, они даже и все это усложнили. И снова, читая отчеты, то, что люди пишут про этот замечательный фреймворк, немножко перемудрили. А мне кажется, даже немножко. Смотрите, что вся идея снова заключается в том, чтобы вот такой синтаксис писать. Есть у нас form submission, то есть у нас конкретная отправка формы. Здесь мы говорим, что сценарий хочу сделать то-то, то-то. Если я сделал это, отправил, значит, Если открыл страничку формы, я хочу заполнить эту форму с Джон, значит, его фамилией, значит, адресом и, значит, заметкой. А также после того, как я все это отправил, я хочу увидеть сообщение «Форма отправлена». Все это выглядит здорово и как бы прикольно, да, то есть вот в таком виде. И представьте, если это большой тест, все это будет так красивенько, все описано, все так здорово. Но вот какая, на ваш взгляд, главная проблема всего этого? Вот давайте попробуем повзаимодействовать немножко. В чем, как вы думаете, здесь загвоздка? Что здесь может быть не так? Можете, я дам 1 минутку, 1-2 минутки буквально, можете подумать и написать мне в сообщениях. Давайте так сделаем. Какая здесь, вот, на ваш взгляд, главная проблема в такой вот красоте кроется? Не видно методов. Ага. Так. Ну, в принципе, да. Я думаю, это основной ответ, главный. Не видно методов. И из-за того, что... Ну, как не видно методов? Методы, конечно же, есть. Сейчас я их покажу. Просто у меня главное впечатление вот какое от этого всего, что вот здесь все хорошо пишется прекрасно командой, допустим, тестировщиков, или там менеджеров, или кого-либо-то угодно, кто в коде, может быть, допустим, ручные тестировщики в коде там плохо понимают, они пишут этот файлик, все, и как бы все классно. Но а что дальше, а потом, как бы, как это все обрабатывать? Но ведь люди есть должны, которые все это будут поддерживать, смотреть и читать этот текст, и, следовательно, делать какие-то обработчики всего, потому что весь этот текст нужно каким-то образом обработать. И здесь у нас получается, что нужно еще несколько файликов таких создать. Смотрите, какая структура получается. Что у нас есть в файле тест resources features, название фичи конкретно, то есть это отправка формы, допустим, да, мы назвали ее так. Но также у нас есть test runners и Selenium, есть Selenium Form Automation и наш класс с нашими тестами. И вот, давайте разберем их каждый по-своему. То есть, естественно, самый главный метод, который все это будет выполнять, все наши тесты будут выполняться снова в обычном веб-драйверском классе. Здесь мы говорим, если я открыл form page, если открыл страницу, видите, у нас ровно то же самое. If I have opened the form page, и да, есть аннотация, и вот полное описание к этому всему. Ну, то есть, представляете, на каждое событие, да, все, что мы описываем таким вот, казалось бы, простым языком, нужно писать вот такую вот обработку. И это как бы задача нетривиальная. Как это все поддерживать? То есть, ну, хорошо, тестировщики добавят что-то новое, а как это все обрабатывать? Что-то писать каждый раз, после каждого изменения просить кого-то, ну, немножко странно выглядит.
И более того, нужно четко знать этот синтаксис. Если буквально тут там пропустишь the, и оно не будет работать. То есть что-то, не знаю, какую-нибудь ошибку в слове сделаешь, все это ничего не будет работать. Вот, мы говорим, что, значит, открыть форм-страницу. Хорошо, открыть форм-страницу. Далее, потом я открываю формочку с... Смотрите, вся начинается какая красота. То есть мы пишем здесь, естественно, что это переменные здесь какие прописываются, form with, если у нас полностью структура. Буквально уберете одну переменную вот, и не заполните там ее, да, в этой формочке, и все, работать этот метод, этот тест не будет, да. То есть там нужно всю эту логику писать, чтобы там пропущенные слова какие-то были. Ну, окей, здорово. И, соответственно, метод, который обрабатывает уже последнее сообщение, которое мы получили, которое отправка формы именно. Ну, то есть, это окей, это два файла, казалось бы, хорошо разбили. В одном реализованы методы, в другом у нас сама эта форма. Но есть еще третье, еще тест-раннер у нас есть. Это еще третий класс, в котором мы описываем, собственно говоря, куда там писать отчет, связываем все вместе, как бы, вот есть у нас для этого параметр glue, то есть откуда мы берем step definitions. Видите, glue, step definitions, значит, мы берем эти все описания шагов из этой папочки step definitions, то есть вот так все прописано. Ну, то есть много отдельных элементов, и буквально что-то вот в одном месте сломается, что-то поменяется, и все, это все перестает работать, как мы ожидаем. Вот. Получается вот такая вот не очень приятная ситуация. Давайте запустим. Должно сработать. Если все правильно настроено, должно отработать его. Вот. Ну, смотрите, запускается. И, собственно говоря, делает все то же самое, что и другие тесты. То есть никакой разницы нет в плане выполнения. Заполнение формочек. И видите, что у нас все это прописано здесь. Вот у меня given I have opened the form, прочее, прочее, прочее. Ну, то есть вот таким образом оно все отрабатывает. Снова я залез на форумы, почитал про все это, и люди говорят, опять же, все те же самые вещи, что и про наш прошлый робот-фреймворк, что вроде бы звучит красиво, но что-то в нем вот кардинально не так. То есть не самый лучший метод решения проблемы. Поэтому, на мой взгляд, популярность такого языка, вот это именно подхода, он со временем снижается. То есть у нас все фокусируются... Ну, в основном даже я вижу, и люди постепенно на тот же Playwright переходят, если мы говорим про браузер, да, или тест-кафе. Кстати, тест-кафе это тоже одна из такая альтернатив Playwright. Тоже на JavaScript. Ну, Playwright не только JavaScript, конечно, Playwright поддержит также и Python тоже, и другие языки, но тест-кафе, оно чисто вот JavaScript-овское. То есть снова... Видите, снова такая же логика. Если в Selenium, опять же, на примере Selenium показано, что у вас нужно писать разные ожидания, прочее, прочее. Здесь у нас есть клик, 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 и все тест-кафе в таком же стиле. То есть более простое в стиле Селенида. То есть вот Селенида подобные такие имплементации этого всего. Таким вот образом работает. Я со своей стороны хочу сказать, что я бы лучше использовал, пожалуй, да, Selenit для решения всех этих проблем. Ну, Playwright я не так активно им пользовался, но, думаю, тоже очень достойная вещь. Для браузеров, по крайней мере. Потому что понимаете, что вы хотите тесты себе написать, если пишете в языке типа Selenium, у вас главное, что решает какие проблемы, это то, что так синтаксис, он работает на кучу разных девайсов буквально, да, то есть в том числе можно поставить тот же Appium, и если пишете тесты в Selenium, то можете подстроить под API, и будет у вас мобильная разработка. Может быть, либо на Android, либо на iPhone все это запускать. Не все инструменты дают такую гибкость, как Selenium, когда вот можно полностью все подстроить, все сделать. То есть далеко не все. И, конечно, я считаю, что понимать, как Selenium работает, его основную логику, которую в начале урока говорил, да, что это просто, по сути, отправка JSON-запросов на сервер, их обработка. Ну, то есть, это основную логику и команды понимать нужно, то есть, что запускается под капотом. Вот. А так, в принципе, да, зависимый инструмент выбираем в зависимости от проекта, и только для конкретного проекта можно решить, что подходит, а что не подходит. И для больших проектов, наверное, я бы все-таки советовал использовать, может, Selenium как раз-таки, да. Из-за того, что я видел, что он даже в маленьких проектах Selenit может барахлить. По той простой причине, что, ну, как бы, немножко не знаешь, что там, как бы, кот в мешке. Немножко непонятно, что там еще. Может, какие проблемы возникнуть, приходится какие-то костыли делать, ну, то есть, не самым лучшим способом. А если это веб, только на вебе, и хочется запускать в разных браузерах, да, все проверять, ну, мне кажется, для параллельного запуска и всего прочего есть Playwright. То есть Playwright вот реально более универсальный, чем тот же тест-кафе. Потому что, ну, на разных языках можно запускать удобнее, не только JavaScript в том числе. Вот. Так что вот для каждой ситуации свое. Но если мы говорим про запуск мобильных тестов, тех же самых, то
естественно, самые стабильные тесты, они работают на той платформе, под которую разработка ведется. То есть, допустим, если это Android, то мы это Express используем, а если iPhone, iOS, это XCUI тест. Ну, то есть там свои тесты, да, то есть можно писать на Swift, либо на Kotlin, либо на Java, да, то есть, соответственно, у нас разные вариации. То есть это самые стабильные тесты будут. На Espresso тоже очень важно, очень хороший фреймворк. Вот, и про Espresso тоже можно говорить, но не в рамках этого вебинара. Вот, что хочу сказать еще. В принципе, да по большому счету, ребят, я покрыл все темы, которые я хотел обсудить. И если у вас есть какие-то вопросы, пожалуйста, спрашивайте. Так что можете спросить либо голосом, либо текстом, как вам удобно. Пожалуйста. Надеюсь, было интересно, и вы узнали что-то новое, самое главное. Потому что, да, в курсе, конечно, разбирается в основном селенит. Я вот так вот огульно селенит решил, что он наиболее актуален и интересен, но, видите, есть как бы и разные другие стороны. Да и вообще в тестировании, чем больше копаешь, тем больше видишь, что там бесконечно, там дна нет, там бесконечное количество всего, и только новые открываются технологии в том числе, да. Ух. Ладненько, тогда, если вопросов нет, то будем закругляться. Тогда все. Пожалуйста. Рад, что вам понравилось. Супер. Да, спрашивайте, если что, какие-то вопросы есть. Угу, угу.